Доброе утро, друзья! Сегодня вот такое не совсем традиционное селфи напротив дома у пруда в Подмосковье. И как вы можете наблюдать, произошло достаточно приличное количество изменений. Фасад стал дружелюбнее, приветливее, светлее, прозрачнее. Да. Сегодня будет видео такое небольшой подытог. А почему подытог? Да потому что сегодня 32-й день, как мы посещаем это место и что тут делаем. Ну, то есть практически прошел месяц. Этот месяц мы приезжали и работали здесь практически по 8 часов в день. Что получилось сделать за этот месяц, за 31 день? Предлагаю вспомнить, как выглядел участок, когда мы приехали сюда впервые. Это был полностью заброшенный, заросший, заваленный огромным количеством мусора участок. Пройти было невозможно. Крапива была выше меня ростом. Дом был весь завален каким-то хламом и мусором. Повсюду валялся мусор. Это были непроходимые джунгли. Первое, с чего мы начали, это попытаться скосить хотя бы небольшой участок, чтобы можно было пройти к дому как-то не через крапиву. И, может быть, к яблоне пройти, которая, конечно, была мало похожа на яблоню. Это что-то было такое, типа джунглеобразное, непонятное. Сейчас за моей спиной вы видите простор. Практически до конца участка и дальше. Все просвечивается, все скошено, все вычищено. Ну, а сначала это было... Ну, а в этом месте были просто настоящие непроходимые джунгли с лианами из вьюна и хмеля. Яблони были все погибшие, тут были огромные заросли погибших яблонь сухих, слив, еще какой-то растительности. В общем, подойти к этому месту было практически невозможно. Мало того, даже с инструментом было невозможно подойти. Ни с косой, ни с пилой, потому что все было настолько плотно заросшим, что приходилось просто брать вот такую небольшую косу и просто пробиваться через эти джунгли, вот наподобие мачете, и прям руками выдирать эту траву, вьюн, чтобы можно было хотя бы как-то с каким-то инструментом подойти к веткам, подойти к траве, чтобы ее скосить, к этой крапиве, и вообще понять, какие деревья живы, какие уже окончательно погибли. И я считаю, нам удалось спасти несколько яблонь. Одна сейчас прекрасно себя чувствует, ну, мне так кажется, по крайней мере, дает много новых побегов, листьев. И эта яблоня была полностью почти загублена, тоже пустила ветки. Ну и большая яблоня, огромная, выглядела как огромный шатер с лианами, с крапивой, которой тоже было не подойти ни к стволу, ни к веткам. Сейчас выглядит намного лучше. Как вы понимаете, на этом наши беды не закончились, потому что помимо части, где был сад, у нас еще большая территория была просто с травой, просто заросшей, непонятно чем. Репейником, какими-то кустами, еще чем-то. В общем, тоже была целая беда. Впервые косить это было очень тяжело. Пришлось взять прям такой хороший пильный диск и, можно сказать, выпиливать здесь практически всю эту траву. Но, тем не менее, нам удалось, и в этом году мы косили уже достаточно легко. Ну, а после того, как мы все здесь выкосили, нужно было понять, где вообще граница участка, чтобы, ну, так сказать, не косить лишнего. И, может быть, кто-то выращивает траву, а мы тут пришли такие раз и натворили шухера. Поэтому, да, мы сделали символический забор в виде просто веревочки. Тем не менее, это достаточно хороший ориентир, чтобы понимать вообще границы своего участка и хоть как-то планировать и представлять себе объем предстоящей работы. И эта огромная поленница выросла здесь не случайно. После того, как мы все спилили, сухие ветки, лишние ветки, заросли, у нас образовались огромные кучи из этих веток, бревен, спиленных деревьев, которые нужно было как-то сортировать, потому что, ну, невозможно было подобраться. Это были просто такие огромные кучи.
поваленных деревьев. Поэтому происходила долгая сортировка на то, что можно сжечь, то, что, мол, нельзя сжечь, в другую кучу, а какие-то мелкие ветки в третью кучу. На это тоже ушло очень много времени и сил. Но, тем не менее, сейчас у нас есть дрова, которые сохнут и которые можно будет потихонечку топить, не знаю, там на шашлык или просто на топку печи. И ветки, которые можно будет потом как-то утилизировать, пока мы еще точно не придумали. Ну, их можно пустить, не знаю, в шредер или также сжечь. В общем, это еще нам предстоит. Внутрь дома было невозможно зайти. Была ужасная вонь. Дом был весь завален непонятно чем. Хламом, мусором, барахлом, просто какими-то тряпками, мебелью. Это был ужас. Какими-то продуктами испорченными. Поэтому это была, конечно, катастрофа. Оно и сейчас выглядит не лучшим образом. До идеала нам довести это не удалось. Но, тем не менее, пока хотя бы в дом можно зайти. В доме можно укрыться от дождя. В доме можно попить чая. Сейчас здесь есть электричество. Есть стол, за которым можно сесть и перекусить. И даже есть печь, которая худо-бедно, но работает. Но это тоже еще предстоит все переделать. Касаемо чердачного помещения, но это тоже был сущий ужас, потому что там было очень едкое старое сено, мох и, в общем, бог знает что. Тоже огромная куча мусора. Все это нам пришлось оттуда скидывать, выкидывать. Это было очень, не то чтобы трудная, но и трудная, и очень едкая работа. До сих пор следы этого сена здесь, мы еще до сих пор его до конца не переработали, не отгребли. Но работка была так себе, да? В горле потом першило, наверное, целую неделю. Все это через маску, через все это пыль, надышались, 2 дня выгребали. В общем, конечно, сил потратили тоже огромное количество. После того, как мы начали потихонечку выгребать весь хлам из дома, здесь образовались огромные кучи мусора. Просто мешки наваливали тут всего-всего. Вот до сих пор еще мы все не вывезли, остались какие-то кучи мусора. И до сих пор еще этот мусор выпрыгивает из-под земли. Все, конечно, выгрести отсюда практически невозможно за такой короткий срок. Не знаю, на это уйдут, мне кажется, годы, чтобы весь мусор отсюда вывести. Ну, собственно, и дом тоже не в лучшем состоянии. Еще его тоже предстоит с ним что-то делать и что-то придумывать. Мусор мы собирали самостоятельно. Единственное, кого потом наняли, это грузчиков, чтобы этот мусор нам помогли быстро загрузить в машину. Мы заказывали 2 раза машину «Газель» по 9 кубов и 1 раз контейнер, который также загрузили полностью самостоятельно, 8 кубов, 8 кубических метров мусора. Представляете себе, какой объем был мусора, просто мусора отсюда вывезен. Сегодня здесь растет топинамбур. Здесь вот осталась какая-то куча, ну тоже она более-менее красиво выглядит. За домом можно спокойно перемещаться. К нам сюда приползла, можно сказать, клубника, поскольку у нас стало значительно лучше, чем у соседей. Вот, колокольчики, еще какие-то цветы, как это называется? Лилейник. Лилейник. Да. Или ирисы, или что-нибудь такое, не знаю. Поэтому фасад стал выглядеть намного опрятнее и симпатичнее. Правда, вот проблемка. Был ветер, и все-таки мое стеклышко, которое я так долго вырезал и вставлял, видимо, выпало и разбилось. И выдавило немножко саму раму. В общем, сегодня предстоит еще залезть, это посмотреть, расстроиться и вырезать стекло заново. Вот чего-чего, а стекла вырезать я до сих пор толком не научился. Косить получается, пилить получается, хотя это тоже все осваивал, можно сказать, на этом участке. А вот вырезать стекла, ну, наверное, неспроста оно разбилось. Видимо, специально, чтобы я потренировался еще и еще. Здесь у нас плантация хрена. Для чего мы его выращиваем, пока сами не знаем. Но, говорят, его можно вкусно приготовить, сделать из него типа что-нибудь, хреновину какую-нибудь. И вот так вот остренькую. Ну, не знаю, получится или нет. Пусть растет, все равно растет.
А к чему я это? К тому, что, конечно, работы на участке еще далеко не завершены. Работы еще предстоит ой как много и по саду, и по дому. И сегодня мы тоже приехали не просто так, не сложа руки, не прохлаждаться здесь, а будем работать. Ну, во-первых, работы будут вестись по саду. Нужно прополоть, выдернуть этот вьюн, от которого не так просто избавиться, который пытается захватить наши посадки молодые и уничтожить. Немножко подрезать сухие ветки на яблоне, скосить там оставшийся пустырь, спилить оставшиеся пни. Ну и так навести марафет. А помните, как в той песне? Эй, диджей, заряжай косилку. Или как там было? Заряжай пластинки. А у меня будет: эй, диджей, заряжай косилку. Сейчас зарядим диск Патриот. В прошлый раз-то я косил леской, потому что на обкатке, типа первый бак, нельзя косить диском. А сейчас уже можно. Диск очень тяжелый, я скажу вам, толстый. И большого диаметра. То есть 255 миллиметров. Ну, попробуем, посмотрим, как он себя будет вести. И как легко им будет косить. Кто-то пошел осваивать Патриот с диском. Ух, рубится. Не на шутку. Какая рыбка пошла вообще. Огонь. Что я хочу сказать? Щиток для лета самое то. Патриот работает отлично. Я причем его усовершенствовал. Поставил сюда еще дополнительный фильтр воздушный. Вот потом покажу, как это выглядит. Но проблема в том, что цепь родная была, которая в коробке патриотовская, к сожалению, да, затупилась. И уже пилит очень скверно. У меня есть другая цепь, пойду поменяю. Может быть, она будет чуть острее, а может быть, нет. Ну, сейчас попробую. Помните, как в сказке? Внучка тащила репку, тащила, не вытащила. Как там, била бабка, а не разбила. Ну что ж, пришел черед детки. В смысле меня. Вот, сейчас я возьму и как все скошу в теории. Посмотрим, как получится на практике. Первый раз буду косить патриотом диском. Надеюсь, получится. Ну вот и все, я добил. Поделился с соседями бензинчиком. Такие довольные, приглашают на шашлыки. Здорово, когда хорошие соседи. Вернее, соседи хорошие в деревне, это очень важно. Поэтому, надеюсь, вам тоже повезет, и вы выберете участок с замечательными соседями.
друзья, подписывайтесь на наш канал. Вон из Москвы. Друзья, обязательно пишите в комментариях, правильно мы сделали, что приобрели данный участок, или неправильно, или нужно было приобрести абсолютно ровный, без всякой растительности, без мусора, чистый, красивый участок. Или вот так вот, как сделали мы, потом мучиться долго, и вот этому, собственно, и нет ни конца, ни края. Есть край к концу, конец края мусора. А под тот ковер лучше вообще не заглядывать, да? Потому что мы туда весь мусор туда замели. Все скелеты под ковром. И не только наши, но и истории этого дома. Вот, поэтому, друзья, пишите в комментариях, что мы сделали правильно, что мы сделали неправильно и какой ужас нам предстоит еще в будущем. Потому что в будущем нам предстоит еще ужас и кошмар, что мы замучаемся косить, и что мы замучаемся разбирать этот дом или его реконструировать, что мы замучаемся с этим садом, с этим мусором, и вообще вы бы наверняка сделали все по-другому и лучше. Поэтому обязательно пишите об этом в комментарии, нам будет интересно почитать, делитесь своим опытом, нам тоже будет интересно почитать, потому что мы, так сказать, еще абсолютно неопытные и в процессе эксперимента. Вот. Ждем. Ждем? Ждем. Ну и не забывайте ставить нам лайк, подписываться на канал. Нам это важно. И нужно. И нужно. Спасибо. Увидимся в следующем видео. Пока. Друзья, если вы напишите в комментариях, а хреновый у вас огород-то получился, я с вами даже соглашусь. И прям сразу отвечу. А какого хрена вам еще надо? А?